Вот это все, что я здесь рассказываю, и еще буду рассказывать, все это действительно имеет смысл. Но есть нюанс. Если ты в одиночку делаешь небольшой продукт для себя, скорее всего, половина этого тебе сейчас просто не нужна. Не потому, что инженерные практики внезапно стали бесполезными. Нет, потому что вся необходимая оркестрация у тебя уже есть. Ты сам и есть оркестратор. И пока вся разработка помещается в твоей голове, на твоем ноутбуке и в одном диалоге с агентом, это может даже и подозрительно хорошо работать. Проблемы начинаются не тогда, когда проект становится большим. Они начинаются тогда, когда ответственность за него перестает помещаться в одном человеке. Я пришел к этой мысли не в теории. Я несколько раз пытался собрать один и тот же Production Ready каркас приложения разными способами. В первом эксперименте я сделал все максимально неправильно. Я взял промпт на 6+ тысяч токенов, выложил в него почти весь поток своего архитекторского сознания, промпт, кстати, будет в описании, отдал его одному кодексу в пустой директории и оставил работать. Через 2 часа плюс-минус у меня был готовый репозиторий. В нем было все: React, API, Postgres, авторизация, Docker, миграции, security чеки и настоящий браузерный сценарий от регистрации до завершения workflow. Агент пережил 4 компэкшена, сам разбил работу на этапы, исправил ошибки и дошел до финальной проверки. Потом я подключил полный GSD, потому что большие задачи ведь нужно решать правильно. Через те же 2 часа у меня было 11 подробных планов и 0 исполненных. Потом я попросил обычный план мод. 15 минут планирования, 15 минут на исполнение и снова готовый проверочный проект. Этот прогон использовал память предыдущей попытки, поэтому выдавать ускорение за чистую победу нельзя. Но в реальной разработке сохраненный опыт не читерство, а как раз один из способов не платить дважды за уже найденные ошибки. Потом я решил, что сейчас уж точно на параллелю работу субагентов, отдельных work-tree, и в общем все будет хорошо. Но на 54-й минуте я остановил. Результата еще не было, впереди оставалось несколько крупных этапов. Что поделать? И сначала вывод напрашивается очень простой. Вся эта сложная инженерия не нужна. Просто дай хорошие модели, большой промпт и не мешай. Но это тоже будет неправдой, ведь оркестрация никуда не исчезла. Когда я смотрел, как один кодекс автономно собирает весь проект, казалось, что никакой оркестрации вокруг действительно-то и нет. Но давайте посмотрим чуть-чуть внимательней. Кто определил приоритет задачи? Я. Кто заранее принял архитектурные решения? Я. Кто выдал права к терминалу, докеру, браузеру и файлам? Тоже я. Кто мог ответить, если агент уперся в неоднозначность? Я. Кто в любой момент мог остановить опасные действия? Тоже я. И где находились репозитории, токены, документация, локальная инфраструктура и вся история предыдущей работы? На моей рабочей станции. То есть оркестрация не исчезла, она просто схлопнулась в одного человека и один компьютер. Мой ноутбук в этом эксперименте был интеграционной платформой, моя голова — системой приоритетов и неформальной базой знаний. А я сам — Escalation Manager, Security Gate и кнопка аварийной остановки. Агенту не понадобился отдельный control plane, потому что этим control plane был я. И это неплохо. Для соло-разработки это может быть идеальной архитектурой процесса. Она быстрее, у нее почти нулевая стоимость координации, вся неформальная информация доступна мгновенно. Если кодекс или клод чего-то не понимает, он спрашивает единственного человека, решение которого имеет значение. Никакой комитет здесь действительно не нужен. Соло-разработчику не нужен маленький enterprise. Поэтому, если ты проверяешь идею, делаешь пет-проект или собираешь первую версию продукта в одиночку, тебе, скорее всего, это все действительно не нужно. И сама собственная платформа оркестрации агентов тоже. Не нужны 17 типов документов, не нужен граф из 20 фаз, только потому, что его можно построить. Не нужна армия субагентов, если они все равно ждут один и тот же API-контракт, например. Не нужно превращать каждую двухчасовую задачу в имитацию работы большой организации. Ранняя оптимизация процесса может сожрать продукт точно так же, как ранняя оптимизация кода. Можно неделю строить идеальное я из DLC, а потом выяснить, что пользователю вообще не нужна функция, ради которой он собирался. Современный агент уже способен написать вполне рабочий интерфейс, подключить API, поднять базу, пройти браузерные сценарии и исправить собственные ошибки. Результат может быть невеликим произведением инженерного искусства. Интерфейс может быть похож на 1000 других нейрослоповых подделок. Архитектуру потом, возможно, придется переделывать. Но если сейчас нужно проверить, существует ли у продукта хоть какая-то ценность, это может быть нормальной ценой скорости. Только не надо путать минимальный процесс с отсутствием проверок. Если приложение принимает деньги, корректность и качество интеграции с каким-нибудь Stripe не становится автоматически безопасным только потому, что проект написал один человек.
Если хранятся пользовательские данные, утечка не станет менее настоящей из-за статуса пет-проекта. Если миграция может удалить продакшн-базу, количество разработчиков вообще ничего не меняет. Поэтому соло-разработчику не обязательно нужен корпоративный пайплайн, но ему все еще нужны дешевые доказательства на дорогих границах. Тест критического сценария, резервная копия, понятный роллбэк, изоляция секретов и хотя бы одна воспроизводимая команда, которая отличает вроде бы готово от действительно работает. Это не бюрократия, это страховка там, где ошибка стоит дороже 20 минут настройки. Порог сложности — это не количество людей. В исходной версии этого текста я хотел провести простую границу. 1 человек — делай как хочешь. 2 — начинайте договариваться. 3 или больше — стройте системный процесс. Но количество людей только грубый индикатор. 1 разработчик с 10 фоновыми агентами уже может иметь настоящую проблему координации. А 5 человек, последовательно работающих в маленьком понятном репозитории, могут еще долго обходиться очень простыми правилами. Настоящий порог проходит в другом месте. Процесс становится системой, когда работа может продолжаться без того, чтобы 1 человек видел и удерживал ее целиком. Например, несколько людей или агентов одновременно меняют связанные части продукта. Задача запускается не человеком, а через issue, веб-хук, сообщением клиента или инцидентом. Исполнитель может исчезнуть посреди работы, заболел. Решение через месяц должны понять какие-то другие люди. Ошибка требует расследования или действие настолько опасно, что одной личной уверенности уже недостаточно. Вот тогда неявный процесс из головы нужно выносить наружу, просто потому, что второй участник не умеет читать мысли первого. И все. Что ломается уже на втором участнике? Допустим, у меня все настроено идеально. Кодекс или Клод знает проект, на ноутбуке уже есть все нужные MCP, ключи, окружение и память прошлых задач. Но если агент сомневается, он эскалирует вопрос мне. Теперь добавим еще одного разработчика с его собственным Клод или Кодекс. У него другой локальный контекст, у него другие правила, другая память, другой флоу и другой ответ на вопрос, что сегодня важнее. Можно подключить, конечно, обоих к какому-нибудь Slack или Telegram. Потом сделать то же самое и для 50 человек. Но 50 личных агентов, умеющих присылать сообщения в общий чат, еще не образуют управляемую систему. В худшем случае это просто групповой чат с root доступом. Кто выбирает задачу первым, кто владеет изменениями, кто заметит, что 2 агента чинят один и тот же файл противоположными способами, какие права получает каждый из них, где виден общий статус, куда возвращается результат. Кто отвечает, если проверка упала ночью? Что произойдет, если агент закончил код, но не закончил миграцию? И кто вообще имеет право сказать, что задача завершена? Вот здесь персональный вау-эффект заканчивается. Без общего состояния это не Agentic Organization. Это шахид-разработка, только теперь код производится быстрее, чем люди успевают понять, что именно изменилось. Не потому, что модель стала глупее, а потому, что разработка превратилась в распределенную систему. А любая распределенная система из очень умных исполнителей все еще остается распределенной системой. А у нее есть конкуренция, частичные отказы, потерянные сообщения, несогласованное состояние и участники, которые ждут друг друга. Мой эксперимент с субагентами показал это в миниатюре. Агенты действительно работали параллельно, но API ждал базу, клиент ждал API, фронтенд ждал клиента, end-to-end тесты ждали всех. А оркестратор тратил время на передачу контекста, проверку коммитов, слияние и исправление расхождений. Да, Work3 убрал конфликт записи в одни файлы, но не убрал зависимость решений друг от друга. Параллельность не кнопка, это свойство самой задачи. Вот зачем нужны эти лупы, графы, харнесы и прочее. И только теперь вся эта агентская инженерия возвращается на свое место. Не как способ заставить одну модель написать еще больше кода, а как способ сделать работу нескольких людей и агентов общей, наблюдаемой и восстанавливаемой. Луп нужен, чтобы у отдельной задачи был повторяемый цикл. Получить работу, изменить систему, проверить результат, отреагировать на ошибку и завершиться не сообщением готово, а доказательством. Граф же нужен тогда, когда таких циклов несколько и между ними есть зависимости. Он должен показывать не красивую картинку, а кто действительно блокирует и что вообще имеет смысл запускать параллельно. Харнес же нужен, чтобы у агентов были одинаковые инструменты, ограничения, способы запуска и критерии завершения. Контекст инженерии нужна, чтобы важные решения жили не в памяти конкретного человека или чата, а в доступных следующему исполнителю артефактах. А общая оркестрация нужна, когда работа должна пережить падение, закрытый ноутбук, отпуск или внешние триггеры в 3 часа ночи. Тогда появляется очередь и явное состояние, идентичность каждого агента, минимальные права, логи, артефакты, тайм-ауты, повторы, идемпотентность, эскалация и тому подобное. Это уже не тюнинг промпта, это операционная модель команды.
Агент может заменить исполнителя, но не организацию. И вот здесь находится неприятная правда за всеми роликами, где агент за 3 часа самостоятельно собирает рабочее приложение. Да, это реальный результат. Он показывает, насколько далеко продвинулись модели и агентские среды сегодня. Но он показывает максимальную производительность одного локального контура. Он не доказывает, что такой же подход автоматически станет организацией. Компания — это не просто много написанного кода, это параллельные решения. Владение частями системы, доступы, поддержка, инциденты, совместимость, стоимость изменений и так далее. Обязательства перед пользователями в конце концов. И ответственность за то, что происходит после нажатия Deploy. Даже если один очень сильный инженер с агентами сможет написать код среднего e-commerce, он физически не сможет бесконечно быть одновременно архитектором, службой безопасности, SRE-инженером, продуктологом и единственной точкой эскалации. Не написание первой версии уничтожает эту конкуренцию. Ее уничтожает поток изменений и событий после запуска. Модель уже способна заменить огромную часть исполнительской работы разработчика. Да, но организация — это не сумма рук, печатающих код. Это система, которая распределяет решения и ответственность между участниками и продолжает работать, когда кто-то из них недоступен. Поэтому я бы больше не делил проекты просто на соло, маленькую команду и enterprise. Я бы задавал 4 вопроса. Первый. Сколько в задаче неизвестного? Если требования и архитектура уже определены, большому техническому спеку может хватить одного сильного исполнителя и короткого плана. Если мы еще не понимаем сам продукт, то нужен discovery и более серьезная работа со спецификацией. Второй. Сколько работы действительно независимо? Независимые задачи можно раздавать фоновым агентам. Длинный и связанный vertical slice быстрее пройдет один исполнитель, чем очередь постоянно синхронизирующихся между собой субагентов. Третий. Сколько стоит ошибка? Лендинг, наверное, можно быстро переделать. Платеж, удаление данных или продакшн-миграцию нужно ограничить и проверить независимо от размера команды. И четвертый. Может ли работа происходить без тебя? Если нет, твоя голова, ноутбук могут быть достаточным контрол-плейн. Если да, состояние, права, проверки, эскалации и восстановления пора делать явными. Не нужно строить оркестратор заранее, только потому что это модно. Но нельзя называть автономной систему, которая работает только пока ее создатель сидит рядом и лично отвечает на каждый странный случай. Поэтому да, кодишь один, не строй маленький enterprise. Дай агенту нормальную задачу, нужные инструменты и понятные доказательства результата, и будет счастье. Не трать неделю на процесс, если продукт может не пережить пятницу. Но помни, что простота работает не потому, что оркестрация больше не нужна. Она работает потому, что ты пока бесплатно выполняешь ее сам. Когда появляется второй независимый участник, внешний триггер, дорогая ошибка или необходимость продолжить работу без тебя, личный процесс должен стать общей системой. И вот тогда спеки, лупы, графы, харнесы, CI и единые проверки перестают быть инженерным косплеем. Они превращают личную магию одного человека с кодекс или клод в процесс, который можно повторить, проверить и передать дальше. И агенты уже очень хорошо научились писать код. Теперь главная задача не заставить их печатать еще быстрее. Главная задача построить систему, которая переживет код, написанный без нашего постоянного присутствия. Потому что агент на твоем Mac действительно может выглядеть как автономный сотрудник. Но пока со всеми вопросами он приходит лично к тебе, сотрудник не он. Ты и есть скрытый рантайм. Такие дела. Пока все. Удачи, пока.